Всем привет! У нас на завтрак кашка и кофе, и мы начинаем новый влог. Сегодня у нас по плану прогулка по городу, а еще мы записаны на прием к врачу. У врача мы еще не были, это будет как раз первый опыт. Посмотрим, что из себя будет представлять. Очень прикольно, что гуляя по Буэнос-Айресу, вы можете встретить вот какую-нибудь такую прикольную ретро-тачку. Ну а мы выдвигаемся дальше. Мы уже успели сходить на прием к врачу. Изначально вообще я рассматривала несколько врачей, и у меня была на примете как раз врач-женщина, но так оказалось, что именно в дату моего ПДР у нее отпуск, и поэтому смысла идти к ней уже не было. Хотя у нее был свой консультариум, она работала практически каждый день. И это было очень удобно, потому что хотелось, конечно, иметь возможность в любой день прийти на прием, если вдруг что-то понадобится, если какие-то вопросы возникнут, либо нужно будет сдать какие-то анализы, чтобы была такая возможность. Дальше мы выбирали уже из тех тоже врачей, который тоже был, собственно, симпатичен. Из всего списка как раз тоже понравился конкретно данный врач, Мариана. И в первую очередь мы решили записаться к нему. Это вообще первый опыт, естественно, первый опыт посещения консультория аргентинского врача. Было очень любопытно то, как работают именно аргентинские врачи, как вообще весь этот процесс происходит. Выглядело это немного нестандартно, потому что это не совсем больница, то есть это такое, больше, мне кажется, как офисное такое здание, и как раз есть отдельная комната ожидания и отдельно, где как раз принимает врач. Изначально были записаны на определенное время, но, как оказалось, в данном случае все происходит вообще в порядке очереди. Я сейчас приложу видео, именно это количество вообще людей собралось в этой комнате ожидания, чтобы, собственно, дождаться приема. Но нам немножко повезло, за счет того, что мы как раз записывались, нас приняли немножко пораньше. А так, даже учитывая все эти моменты, мы просидели все равно минут 40, наверное, ожидая вообще, в принципе, когда же наша очередь подойдет. Это немножко, конечно, подпортило впечатление, потому что ты же вроде бы записался, на определенное время. Почему тогда врач не может тебя принять именно конкретно по записи? Но когда уже подошла наша очередь, и я познакомилась с врачом, он к себе расположил, вызвал какие-то приятные эмоции. И если мы задумались над тем, чтобы посмотреть сразу еще нескольких других врачей, чтобы была возможность как раз выбрать, если вдруг мне что-то не понравится, как-то определиться конкретнее с выбором, то после приема у Марианы мне, в принципе, не захотелось даже как-то идти рассматривать других. В принципе, меня все устраивало. В плане каких-то вопросов относительно, именно моей истории, то есть врач просмотрел как раз все анализы, уточнил именно какие-то правильные детали, поэтому я не сомневалась еще и относительно его профессионализма. Сам прием проходил очень душевно, с какими-то шутками даже, в общем, остались какие-то такие приятные впечатления, поэтому так вышло, что с врачом я уже определилась. Теперь нас ждет именно просмотр клиник. Здесь я тоже, в принципе, не буду прям нахаживать по всему списку. У меня есть в примете как раз 2 клиники, которые я хочу рассмотреть. Заодно как раз именно этот врач работает и в той, и в другой больнице. Поэтому тоже очень удобно. Что ж, покажу вам немножко попозже, потому что у нас экскурсии запланированы на разные даты. Я, наверное, объединю это потом в другом видео. Но в плане врача, я думаю, что я определилась. Надеюсь, что у нас с ним все будет на одной волне. Но если вы хотите еще немножко погулять со мной вместе по городу, то здесь будет сейчас такая нарезка с разных дней, совершенно разных мест, где мы успели побывать. Я активно пробую медиалмус, и пока что моя любимая как раз находится в этом кафе. Муж же заценил чизкейк, сказал, что он просто божественный.
На прогулке с нами частенько бывает какая-нибудь пленочная камера. Очень нравится, что в Буэнос-Айресе можно встретить совершенно разную архитектуру. Ну или увидеть, как зарождаются все эти яркие рисунки на домах. Рискнула взять медиалунос в Мак-кафе, к сожалению, не впечатлена. Ну что, я все еще экспериментирую с молоком, ищу какой-то оптимальный вариант для кофе. Вот взяли попробовать вот такой вот. Стоил вообще 55 рублей. Посмотрим, как будет взбиваться. Вот, но по идее здесь вот видите, судя по картинке, это какой-то более профессиональный вариант для кофеманов. Еще мы добрались до экопарка, нам понравилось, очень приятная территория, такой парк для прогулки, мне кажется, весьма неплохой. Животных здесь, конечно, не так много, но зато они чувствуют себя, на мой взгляд, здесь вполне себе вот так хорошо, бодренько. Вот, кто-то расслабляется на травке, кто-то вот как эти фламинго тоже наслаждается жизнью, греется на солнышке, хрустят какими-нибудь там яблочками. Мы погуляли по зоопарку, здесь вот напротив него находится вот такой вот парк. Местные здесь просто валяются на травке, отдыхают. Под травкой. На травке под травкой. Скорее всего. Вот, такая очень зеленая зона. Даже вот такой вот прудик есть. Вот, а мы отдыхаем на лавке. Я, собственно, устала, и мы поэтому как раз сидим, отдыхаем на лавке. Вот, здесь, в принципе, можно пользоваться телефоном, не так страшно. Зоопарк, кстати, достаточно приятный, хоть там не так много зверей, но за счет самой территории, за счет того, что он бесплатный, вот, мне кажется, что вполне себе ничего такой. Сейчас в Буэнос-Айресе весна, и все цветет, все зелено. Вот как раз вот эти вот такие вот розовые деревья здесь практически всюду. Смотрите, какая красота. Тут много разных сетевых кофеин, но в них не очень. Очень-очень классный магазинчик, где очень много всякой милоты. Очень классные игрушки деревянные. Я не смогла уйти без покупки, взяла себе очень-очень милую овечку. И она как погремушка, то есть звенит. Так что я думаю, что, возможно, будет нашей любимой игрушкой. Что вот такая вот коробочка у нас понадобится. Сейчас будем пробовать. Мы взяли 4 разных вкуса. Выглядят они вот так вот, весьма аппетитно. Муж назвал их чебуреками. Вот. Пока что мы ни разу не пробовали эмпанадосы. Вот, поэтому посмотрим, что они из себя представляют. Я хочу, конечно, наверное, больше всего попробовать с курицей, который с сыром. Вот. Но не знаю, какой из них какой, поэтому как повезет. Первый пирожок попался с курицей. Он такой, мне кажется, пикантный. В нем есть перчик, я чувствую. Вот еще какие-то специи. Вот, но очень вкусный. Действительно, что-то есть такое напоминающий чебурек. Вот, он такой хрустящий. Вот, но пока что очень вкусный, мне очень нравится. Второй, который попался, это сыр с ветчиной. Тоже очень вкусный. Вообще мне очень нравятся местные сыры. Они какие-то невероятно вкусные. Вот поэтому вот этот пирожок тоже весьма хорош. В этот день мы решили отправиться к еще одной достаточно яркой достопримечательности Буэнос-Айреса. Это такой железный цветок.
выходные работает меньше кафе, и те кафе, которые работают, они практически всегда полностью забиты людьми. В этом парке есть еще всякие лежаки, чтобы можно было вот так просто прилечь, расслабиться. Но местные любят и просто поваляться на травке, и взять какой-нибудь плед. Вот, и, собственно, виднеется уже вдалеке этот волшебный цветок. Случайным образом мы забрели на такую вот ярмарку. Здесь было очень много разных хендмейд товаров. Что-то было сделано из железа, что-то из ниток, множество различных деревянных предметов. Ну и гуляя, мы забрели в Национальный музей изящных искусств, и нас поразило то, что вход в этот музей был бесплатным. А количество картин достаточно большим, и было очень приятно в прохладе побродить, посмотреть на картины. Плюс я очень люблю искусство. Вот, поэтому мы залипли так капитально. Прикольно, что здесь было и что-то из таких старых работ, и современные тоже художники были представлены. Очень было любопытно. Жаль не передать через камеру, но в этом кафе просто обалденные лимонады. Вот, пока что наши самые любимые. Ризотто яркие, съедобные, но, к сожалению, не восторг. А вот лимонады, да. Сейчас будут кадры из сада Ботанику, и если вы еще не посещали его, обязательно загляните. На мой взгляд, очень уютный, очень зеленый. И в плане количества различных растений просто потрясающий парк. Вот, на мой взгляд, он достоин посещения. Наверное, из всех, где мы были, это пока что мой самый любимый, это мой фаворит. И погулять, и просто посидеть там, не знаю, на мой взгляд, очень приятно. Какой-то он уютный сам по себе. Лично мне прям хочется в него возвращаться и возвращаться множество раз. Такие вот тут милые тропинки, всюду есть лавочки. В хорошую погоду, конечно, очень многие забиты, на них сидят люди, но все равно можно найти какое-то свободное местечко, где тоже можно порелаксить. Плюсом является то, что здесь есть тенек, поэтому можно не жариться на солнце, а где-нибудь в тенечке немножко передохнуть. А еще тут в различных уголках есть какие-то такие скульптуры, которые живут словно какой-то своей жизнью. Это очень атмосферно смотрится на фоне зелени. А
А есть вообще вот такие вот укромные уголки, где тоже есть лавочки в тенечке, и можно вот так вот немножко укрыться. По парку раскиданы еще вот такие вот теплицы, которые тоже выглядят весьма атмосферно, добавляют какую-то такую свою изюминку. На мой взгляд, это очень красиво. Надеюсь, что видео получилось атмосферным и интересным. Я старалась. И что вам понравилось гулять вместе со мной по Буэнос-Айресу. Увидимся в новом влоге и всем пока-пока.